В этом видео вы узнаете о том, как забыть бывшего. Прежде чем мы продолжим дальше, маленькая просьба к вам. Нажмите на колокольчик и подпишитесь на канал. Благодаря вашему такому простому действию, на самом деле, много людей смогут увидеть эту информацию, потому что именно благодаря вам видео может попасть в избранное YouTube. Как забыть бывшего? Когда вы чувствуете, что не можете забыть бывшего, между вами продолжает существовать энергетическая связь, по которой, возможно, как вариант, вы продолжаете отдавать ему свою энергию. Что-то вас все-таки связывает, и эту связь нужно разорвать. Каким образом? Лучше всего, точнее надежнее всего, разрывается связь, когда становится понятно, что конкретно изначально притянуло вас к этому человеку. Что в этом человеке вам срезонировало, что вас потянуло к нему? Ведь мы притягиваемся к людям на энергию. Нас поле, энергоинформационное поле, соединяет таким образом, что мы как будто зеркалим друг друга, где-то проигрываем друг другу какие-то сюжеты. Иногда мы напоминаем кого-то, с кем были близки ранее. Например, жена мужа может быть похожа в чем-то на его маму. Не обязательно внешне, но какими-то проявлениями характера, например, она может отображать его маму. Казалось бы, это не просто так, согласитесь, человек притянулся именно к женщине, у которой есть сходство с такой важной персоной в жизни, мужчиной, как мама. Итого, чтобы разорвать связь, нужно понимать, на чем эта связь держится, что именно является клеем, который склеивает, что является магнитом, который примагничивает. И у каждого это будет индивидуальное событие, индивидуальная черта характера. Поэтому здесь вы можете либо самостоятельно это сделать, а если не можете сделать самостоятельно, то нужно обращаться к специалистам. Как сделать это самостоятельно? Ну, поразмышляйте, а что конкретно меня притянуло к этому человеку? Что в нем есть такого, что я не могу его забыть? Чего мне такого не хватает, что я получала от него или что я испытывала рядом с ним, чего мне сейчас не хватает? Как правило, люди не могут самостоятельно ответить на этот вопрос, идут из головы какие-то предположения, фантазии, которые мало имеют отношения к реальности. Ну, например, женщина, которая живет с мужчиной, с которым давно нет любви, являясь домохозяйкой и воспитывая детей, как правило, сама не может понять и осознать, что, несмотря на то, что любви нет, чувств нет, вот эта связь, она основана на ее страхе остаться без денег. Люди, как правило, свои так называемые белые пятна, это то, что мы не осознаем, свои страхи, свои опасения не видят лицом к лицу. Если бы мы могли все видеть самостоятельно, мы бы все уже были идеальными, но это невозможно. Поэтому, если у вас что-то не получается, обращайтесь к специалистам. Кто специалист в данной области, который может помочь вам забыть бывшего? Психолог, либо энергетический практик, например, расстановщик. Люди, которые обучены смотреть туда вместе с вами, куда вам самим смотреть тяжело, и помогать вам увидеть какие-то решения, и помогать вам прочувствовать. Находясь с вами рядом, они увеличивают вашу способность чувствовать трудные чувства и при этом не разваливаться, выдерживать их. Соответственно, если вам самому сложно забыть бывшего, вы не можете справиться самостоятельно, идите к специалисту. У нас в культуре принято терпеть и не идти к специалистам. Например, мы можем очень долго ходить с зубной болью, заглатывая это все обезболивающим, и потом идти к зубному, когда уже совсем так припекло, что просто невозможно, и никакое обезболивающее не помогает. Хотя можно было сходить заранее, не запускать, и многие наши зубы были бы более целы, если бы мы ходили к стоматологам, например, заранее. Вот пример, физически конкретный, всем понятный, о том, что к специалистам нужно идти, когда что-то болит. Наша душа тоже может болеть. Когда вы страдаете и не можете забыть бывшего, страдание – это боль. Не терпите, не страдайте. Находите решение. Либо самостоятельно, если не можете самостоятельно, идите к людям, которые профессионально обучены вам помогать в этом. В этом видео мы поговорили с вами о том, как забыть бывшего. Если видео понравилось, ставьте лайк. Если есть вопросы, пишите их внизу в комментариях. Читаю комментарии, с радостью отвечаю на ваши вопросы. До встречи в новых видео. Пока-пока.